Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня мы в игре Clash Royale наконец-то получим новую легендарную карту Ронин, протестируем ее и поймем, что это за зверь такой, имба или херня, потому что какое-то двоякое впечатление, изначально казалось, что это мега имбища, потом я так смотрю, что топ-игроки не особо как-то с этим Ронином играют, так что уже какие-то сомнения. Так, давайте забираем эту легендарку. Я прошел такой мини-квестик и дают нам одного Ронина. Давно новые карты в Clash Royale не выходили, практически целый год. По-моему, там Лоза была последняя карта. Это было осенью 25 года. Очень давно новых карт не было. Ну и наконец-то. К сожалению, в этом сезоне не удалось мне купить пас Рояль, потому что банально нету денег. Поэтому будем как-то так играть. Но аккаунт у меня, в принципе, так почти фуловый, поэтому не критично. Итак, давайте смотреть, что из себя представляет этот Ронин. Вот такая вот легендарная карта. И прикол у нее в том, что она контрит всех жирных юнитов. И мини-пеку, и пеку, и принца. Смотрите, просто с одной тычки всех убивает. И главную бандитку. Короче говоря, мега имбовый юнит с одной стороны, но он больше хорош в защите. В атаке он, конечно, не так хорош. Но хотя, если до вышки дойдет этот Ронин, то он может очень сильно там навалить. Но голема он плохо контрит. Он контрит хорошо таких юнитов, которые наносят мощный урон. Так, давайте посмотрим все. Попытаемся прокачать, я не знаю, хватит ли у меня, чтобы фуловую сделать. Фуловым Ронина, потому что у меня 23 легендарных Джокера. Давайте до 10 уровня прокачали. Хотелось бы 16 Ронина получить. Сейчас он активно уже против меня попадается в каточках уже. Ну, понятное дело, что кто купит пас Роялю, у того практически сразу будет фуловый Ронин. Ну, а мне придется немножко так помучиться. Так, уже 12 уровня у нас Ронин. Давайте смотреть, до какого мы можем еще его прокачать. Все. 13 уровень, и, по-моему, это предел. Да, больше у меня, к сожалению, джокеров нету. Давайте смотреть. Да, всего лишь 3 джокера. Но, кстати, если я тут сделаю фулловый аккаунт, мне еще дадут 6 легендарных джокеров. Ладно. Но мы сейчас делаем такой трюк. Мы используем вот эту баночку. Она зелье усиления карты. Это просто бесполезная байда, но в данной ситуации она впервые пригодилась. На 3 часа усиливаем Ронина до максималки. И сейчас я с ним составлю парочку колод и пойдем этого монаха или кто он там тестировать. Друзья, если вам нужен пас Рояль, новая легендарная карта Ронин или герой вышибала, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Так, друзья, ну сейчас какие-то проблемки с этим Ронином. Я вообще не нашел ни в ТВ Рояле повторов на высоких рангах с Ронином, ни на Рояле API нормальных дек. Поэтому поиграем с этим, я не знаю. То ли Ронин игрочкам не зашел серьезным, что его игнорят, то ли он еще мало у кого есть, я не знаю. Ну... То ли Ронин провалился так же, как геройское надгробие. Не хотелось бы, конечно, в это верить. Но поехали, сейчас посмотрим. Взял такую деку с големом. Немножко тяжелая. Но я не знаю, в какие деки вообще этого Ронина ссувать. Пока что вообще не знаю. Давайте прокинем его в атаку, посмотрим. Должен он сейчас этого гоблина просто с 2 тычек замочить. Он кидает молнию. Кстати, молния хорошая. Молния хорошая была бы, если бы у нас не было сборщика. А так его молния это херня. Так, ой-ой-ой, дровосек какой тут неприятный побежал на нас. Не знаю, ну давайте всунем Валькирию. Ну пока что двоякие, просто двоякие впечатления у меня от этого Ронина. Вначале он меня так мега впечатлил, но сейчас как будто бы я не знаю. И у него, кстати, Ронин есть, только 14-й. Кстати, странно, что у него такой маленький Ронин. Кстати, вроде бы, если не ошибаюсь, в этом сезоне же действует усиление карты, и Ронин должен быть фуловый абсолютно у всех, а у него 14-й Ронин. Что за парадокс такой? Ладно. Давайте ставим сборщик. Я не знаю, прокрутился ли он там до молнии или нет. Сборщик мы поставили.
Да, он до молнии прокрутился. Ну, давайте сейчас его попытаемся как-то пропушить. Хотя, кстати, тут же такой момент, что гоблинская клетка Ронина тоже может сожрать, и он ничего не сможет сделать, поэтому надо не подставляться. Так, крутимся до эволюции. Вот он ставит свою клетку гоблинскую. Давайте ставим Валькирию, крутимся до эволюции, ну и будем уже выпускать голема. Ну я не знаю, сзади голема этого Ронина ставить или наоборот впереди голема его ставить. Пока что, честно говоря, не понимаю. Ну по всей логике надо сзади голема ставить его. Так, опять он закидывает. Ну прикольная такая, кстати, анимация появления у этого Ронина. Так, с ночной ведьмой он просто моментально справляется. Молодец, от ночной ведьмы вообще ничего не осталось. И, кстати, а сейчас какой-то бред был. Почему его Ронин моментально убил моего Ронина? Вот скажите мне. Тем более, что у меня Ронин уровнем повыше. Ну, какой-то бред был. Так, тут Валькирия действует против нас немного. Подкидываем Ронина. А ну-ка, ну смотрите, как он с големом справляется. В принципе, ничего впечатляющего. С големом он хреново справился. Так, давайте его продавим. Последние секунды поединка. Есть ли у нас, в принципе, шанс его продавить? Вот в чем вопрос. Он тянет время. А ну-ка. Продавите его, пожалуйста, ребята. По-братски. Есть. Фух. Продавили мы его, блин. Я не знаю как, но мы его продавили. Так, он Валькирию сжирает. Мы выпускаем Валькирию с плена. А, мы его на трешку сносим. Блин, а кстати, ребята, классная колода. Классная колода. Фух. Ничего себе. Ну, не знаю, в принципе, у меня приятные впечатления от Ронина первые. Я не знаю, почему топ-игроки с ним не играют. Вот давайте посмотрим. Смотрите, в этом сезоне действует усиление Ронина. Он должен у всех быть 16 уровня. А почему мне соперник с каким-то там 14-м Рониным попался? Я вообще не понимаю. Какой-то бред. Кстати, у нас тут какое-то новое испытание началось. Для тех, кто Ронина открыл. Кстати, я уже могу награды позабирать. Ну, в принципе, сезон у нас такой ленивый от разработчика. Выпустили одну легендарку и все, на весь сезон. Потому что до этого они две новые эволюции выпускали за сезон. Или двух новых героев. Всегда было на выбор в пас-рояле. Либо там, допустим, эволюцию на Орду Миньонов, либо геройский шар. А тут в этом сезоне разработчики вот тупо разленились, они выпустили только одного Ронина. Вот смотрите, если вы купите пас-рояль, вот какой у вас будет выбор. Немножко так ленивенький сезон, но хотя он и короткий, всего лишь 28 дней. Так, тут у нас какая-то манга. Я не знаю, кто этим японским творчеством увлекается, эти манги читать. Ну, понятно, что красиво сделано. Я даже с английским немножко дружу, но мне лично лень читать. Но, кстати, если вот так вот все пролистнуть, нам должны дать какую-то награду. Давайте посмотрим. Потому что в первой части мне награду дали. Вот, дают награду, ребята. Правда, не вижу, где она, но ладно, не суть важно. Давайте, наверное, сейчас еще раз с этой колодой поиграем. Мне очень зашел эта дека. Соперника просто вынесли в одну калитку. Ну, в принципе, прикольно. Давайте ставим еще раз Валькирию. И если реально эта колода так классно действует, то, возможно, даже с ней стоит попушить кубки. Так, ну с Хогом. Я понимаю, что он с Хогом хреново справится. Но давайте посмотрим. Ну, в принципе, Хог делает 2 тычки. А если бы я более удачно Ронина поставил, то, возможно, бы даже 1 тычку сделал Хог. Но смотрите, если он до вышки доходит... Ой-ой-ой, сразу! Смотрите, ой-ой-ой, как он навалил по вышке. Ребята, ой-ой-ой. Он там за 3 тычки снес сколько сопернику? По-моему, 1800 хп, что ли? У него 600 хп с тычки сносит. Ну это, блин, имба. И опять же, как я уже говорил 100 раз и еще раз скажу, что когда выходят новые карты, многие игроки тупят и ни хрена не умеют их контрить. И вот по ходу с Ронином тоже сейчас такая ситуация. Тупо не умеют люди его контрить. И сейчас... Если у вас появится Ронин, вы можете его взять в колоду и будете просто издеваться над всеми. Я не знаю. Ну, короче говоря, мне нравится этот герой. Пока что вот такие вот первые впечатления.
Давайте сейчас его поставим, посмотрим, как он с Кургигом справится. Еще бы отталкивал, как монах. Вот смотрите, еще бы он отталкивал его, как монах, то вообще бы цены не было. Ну, в принципе, с Кургигом как-то плохо он справился. А ну до вышки лучше дойди. Если, кстати, лозу прожать, вот если бы я сейчас успел бы лозу прожать, то это бы вообще было разнос. Связки с лозой, короче, Ронин очень классно отрабатывает, я понял. На лоу хп Ронин может дойти до вышки. Кидаете лозу, и он башню там практически сносит. Блин, ребята, ну классная, классная легендарка. Не знаю, я доволен. Почему топ-игроки проигнорили, не знаю, их проблемы. Но на вот таких вот средненьких кубках Ронин просто имба. Просто имба. Всем советую скорее получать его. Потому что, скорее всего, там через пару недель все уже научатся с этим Рониным играть. Все научатся его контрить. Но пока что это имба. Так, давайте сейчас продавим соперника. Так, на колдуна побыстрее убить. На Кургига мне его плевать. Ронина все-таки, наверное, да. Лучше сзади голема. Потому что я думал такой трюк впереди голема ставить Ронина. Не, лучше сзади. Так, ну это победа, ребята. Смотрите, просто какой там бешеный разнос идет. Просто бешеный разнос. Варвара он там размотал. Ну я в шоке, ребята. Я в шоке полном. Фух, ну оправдал все ожидания этот юнит. Он какой-то жирный такой. У него здоровья много и лупит, дай боже. Особенно он классно лупит по вражеским вышкам. Понятное дело, что Кургига какого-то с Хогом он так себе контрит. Но блин. Не знаю. Как будто бы надо его реально в какую-то деку впихнуть. Прикольно, конечно. Давайте сейчас дракончика вот так вот прокатим. А тут Валькирию поставим. Ну вы видите, какой быстрый. Дракончик тупо не успевает. Ну тут неприятная колода у нас такая попалась. Кладбище с пушкой. Вот тут могут быть сложности. Ну посмотрим, как против такой неприятной деки мы сыграем. Сегодня у нас такой коротенький ролик. И то с трудом получилось его записать. Не знаю. С такими боями мне получилось этот ролик записать. Вообще думал идти на улицу, чтобы его записывать. Так, давайте. Поставим сборщик эликсира. Как раз он яд потратил. Ну, понятное дело, поэтому в понедельник у меня ролика и не было. Потому что не купил я пас-рояль. Но что без пас-рояля снимать в понедельник? Ронина только в среду получил. Раньше Ронина получить было невозможно. Так, ну пусть вышку сносит, в принципе не страшно. Мы крутимся до эволюции. Эта дека мне напоминает колоду с боевой машиной. Вот когда-то была популярна колода Голем с боевой машиной. С ней я, кстати, очень большие кубки набирал. 2200 я с ней брал. И эта дека очень похожа на нее по структуре. Но только там была боевая машина вместо Ронина. Короче говоря, все, надо ставить голема. Посмотрим, как он будет защищаться. Сложно будет его, понятное дело, продавить. Но сейчас будем ставить голема. Так, он уже готов к голему. Он поставил свою пушку. Хорошо, поехали. Но такой, блин, такая мощная атака. Смотрите, эволюция Валькирии. Ну, кстати, Ронин, смотри. Над мини-пекой сейчас просто... Где мини-пека? Была и нету, до свидания. Вот это мини-пека. Сейчас еще и Валькирию уничтожит. Смотрите, что он творит. Просто всех обезглавливает. Ну просто имбища, ребята. Просто имбища. Так. Давайте еще эволюцию Валькирии тут подкидываем. Но все равно сложно его, блин, продавить. Заставился тут всякими пушками. Хотя мы пытаемся. Давайте еще одного. Срочный Ронин. Срочный Ронин. Так, Валькирию убить. Блин. Ну, возможно, мы, конечно, тут продуем. Так, Ронин, дойди до вышки, братан, ну, пожалуйста. Лозу уже кидаю, не знаю. Ронин, давай. Раз. Еще! 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 Ну, добей, блин, дракончик, добей. Как? Ну, как так не повезло, ребята? Ой-ой-ой, одна тычка от Ронина, и мы бы снесли этого соперника. Ну, что-то тут не повезло.
Ну и, кстати, друзья, сейчас опять идет вот это событие с альбомом, собираем мы всякие осколки, и тут очень классные призы. 10 ронинов, скин на вышку, сундук на 5 звезд, сундук эволюции. Короче говоря, всего 81 осколок нам нужно собрать. И, в принципе, у меня даже есть такой соблазн, вот тупо сейчас пойти, потратить алмазики и полностью всю вот эту фигню получить, я не знаю. Но, правда, нужно почти 3000 алмазиков, не знаю, как-то... Жаба давит, вот можно 3 раза по 1000 купить, и мы полностью это событие с альбомом пройдем. Не знаю. Ну, возможно, в следующем ролике сделаю, если захотите, пишите комментарии, лайки. Но мы сейчас поиграем с новой колодой, вот такую деку с мортира я скопировал. Я не знаю, даже в мортиру впихнули уже этого Ронина. Поехали, попробуем, как он себя чувствует в мортире. Я даже видел Ронина в колоде с геройским надгробием. Возможно, в следующем ролике мы, кстати, протестируем геройское надгробие. Потому что геройское надгробие вроде бы так прилично улучшили. Способность 6 эликсира до 5 уменьшили. Плюс вроде бы жирнее этот танк стал из надгробия выходить. Поэтому посмотрим. Ну блин, арбалет опять нам попадается. Неприятно. Не хотелось бы против арбалета играть. Такие могут быть скучноватые поединки. Посмотрим. Вот против арбалета просто некуда и Ронина впихнуть. Вот реально. Куда я тут против арбалета Ронина впихну? Давайте тут дратиста поставим. Хотелось бы сейчас впереди дратиста Ронина всунуть, но арбалет его побьет. Хотя давайте вот так вот сунем. Ой-ой-ой, давайте. Посмотрим, что гоблинов подкидываем. Ой-ой-ой, сейчас у соперника может быть очень большие проблемы. Теслу уничтожаем. Ой-ой-ой, какие проблемки. Рыцаря, давай нафиг этого рыцаря убивай, упыря этого. Ребята, смотрите, как мы его неплохо так прожали. Еще и гоблина выпускаем. Проблемки у парня. Пока что арбалетчик очень сильно страдает в этом поединке. Давайте сейчас еще тут прокинем. Он просел по эликсиру капитально. Прокидываем еще бочку со скелетиками. Еще и дратиста тут подкидываем. Короче говоря, походу Ронин в очень многие колоды вписывается, не только в голема, ребята. Ой-ой-ой, классно. Короче, у него была такая паника жесткая, когда я Ронина в атаку прокинул. Он вообще там миллион эликсира потратил, чтобы защититься, и полвышки потерял. Так, я не знаю, есть ли смысл тут мортиру ставить. Давайте поставим мортиру и сразу впереди Ронина, потому что должна Тесла пойти. Так, гоблинов прокидываем. А что, он сдался? А он сдался, ребята, он сдался. Ну, понятно. Как против этого играть? Только сдаваться. Давайте еще одну каточку сыграем, потому что соперник тут такой слабенький попался, которого мы выносим на трешку. С арбалетом нужно играть только когда ты скилловый. Таким игрокам арбалет брать в руки нельзя. Так, друзья, ну давайте последнюю каточку на сегодня сыграем. И мы уже увидели, как играет Ронин против мини-пеки, против валькирии. Ну, короче, очень классно он их контрит, прямо за секунду отправляет в мир иной. Но вот, о, кстати, главная бандитка. Гляньте, ребята. Это мега-контра главной бандитки. Смотрите, от нее вообще ничего не осталось. Просто пыль от нее осталась. И мега-рыцарь. Вот это, ребята, класс. Я хочу против мега-рыцаря еще посмотреть. Ну, конечно, неожиданно он для нас его прокинул. Так вот, мы уже видели валькирию, мы уже увидели мини-пеку. Сейчас мы увидим против, как мега-рыцаря играет. Ну, я думаю, что мега-рыцаря он классно законтрит. Но тут просто сейчас у меня уже глаза разбегаются, на кого мне кидать Ронина. То ли на главную бандитку, то ли на мега-рыцаря. Вот на кого кидать. У него две таких вкусных цели есть. Ну, наверное, сейчас на мега-рыцаря попробуем в следующий раз. Главной бандиткой мы уже видели, как справляется Ронин. Просто в щепки ее разнес. Но посмотрим теперь про мега-рыцаря. Так, у него тоже, кстати, Ронин есть. Давайте тут скинем фаербол. И тут скинем вот таких вот гоблинов, немножко кривых. Так, стрелы. Хорошо. Так как он стрелы потратил, смотрите, я хочу его наказать. Вот такая вот комбинация. Дратист плюс бочка со скелетиками. Ну, главное, чтобы дратист вперед не вырвался. А он валькирию ставит, ладно.
Он ставит Валькирию. Ну, короче, если у вас в колоде Дратис плюс бочка со скелетиками, надо постоянно делать комбинацию, что бочка танкует, а сзади Дратис бежит. Это мега жесткая комбинация, против которой сложно совладать. Так, ну давай, выпускай своего мега-рыцаря на эволюции. Против эволюции мега-рыцаря, я думаю, что это будет очень классно издеваться сейчас на Ронин. Так, пошла у нас главная бандитка. Где мега-рыцарь? А, палач. Ладно, пока что законтрим главную бандитку. Смотрите, как он над ней издевается. Так, и тут сейчас закидываем все подряд. Ну где твой мега-рыцарь сладенький? Где он? Ну, повезло, повезло. Давайте прокрутимся до Ронина по-быстренькому. И пошли. Мега-рыцаря давай, замочи напоследок. Ну, до свидания, мега-рыцарь. Все, у соперника нервный срыв. У соперника нервный срыв. Так, ну такая у нас карта, ребята. Ой-ой-ой. Короче, крутая карта этот Ронин. Очень крутая. Короче говоря, я просто в шоке. Буду пытаться теперь ее довести до 16 уровня. Надеюсь, что до конца сезона получится. Но Ронин меня очень сильно впечатлил, ребята. Просто очень сильно впечатлил. Но реально он стоит своих 5 эликсира. Я просто в шоке. Спасибо за просмотр. Всем пока, удачи.